Спасибо вам, Вишвакарма Прабху и Йошоданандана, за этот самый эффективный и удовлетворяющий Прабхупаду формат. Посещение этих обсуждений 3 раза в неделю очень вдохновляет меня. Я хожу в храм в Сан-Диего. Хожу я туда на даршан божестве Прабхупады, и у меня есть достаточно много историй в связи с темой сегодняшнего обсуждения. Дхарма Бхавана сделал важное замечание относительно того, как следует поливать и взращивать бхакти-лата биджу правильным образом. В Сан-Диего проводят курсы для учеников. После того, как некоторые бхактины, бхакты окончили эти курсы, я подошел к ним. И я поинтересовался у них. Итак, какие вы сделали выводы? Чему вы научились? Из тех 6 человек, с кем я говорил до сих пор, 2 были достаточно разочарованы следующим. Нам сказали, говорят они, чтобы мы выбирали одного из этих, в кавычках, инициирующих гуру. Одного из тех, кто изображает из себя Маха Бхагавату и помещает 2 слова «инициирующий гуру» перед своим именем Кришны. И они были очень разочарованы этим. Тогда я спросил у них, «Хорошо, а кого вы выбираете в своем сердце? Ведь это и есть самое главное в начале вашего духовного пути». Они ответили, Шрилу Прабхупаду. Наша основа – это его наставления и книги. Я говорю, ну что же, вот кто ваш гуру. Если вы следуете его наставлениям, его процессу, тогда именно он и является вашим гуру. Он будет действовать в качестве гуру в течение многих, сколько бы их ни было, 1000 лет. Я знаю, что эта цифра 10 000 лет постоянно упоминается, так как похоже, что это авторитетное предсказание или что-то большее. После этого они сильно оживились и пришли к выводу, что да, с Прабхупадой у нас самая сильная связь. И тогда я говорю им, именно он и дает эту прочную связь. Это то, что происходит сейчас в храмах и, по крайней мере, в храме Сан-Диего. Они внушают все это этим душам, дживам, которые пришли в этот храм благодаря тому, что у них есть очевидные духовные склонности, идущие еще из прошлых жизней. Ведь они приходят в храм Кришны, они идут в какой-нибудь там пивной бар. Они приходят и задают вопросы, как и мы в свое время, когда присоединились к движению. И я заметил, что те дживы, которые сбились с пути и были введены в заблуждение, долго не задерживаются. Через год или раньше они уходят и совершают оскорбления, эти вайшнава-апаратхи. Еще я бы хотел упомянуть о последствиях этой выдуманной системы. Когда я прихожу, меня часто спрашивают, кто ты, как тебя зовут, кто твой инициирующий гуру. И они всегда ожидают, что я назову имя одного из этих ложных гуру. Но я отвечаю им, что мой гуру Шрила Прабхупада. Правда, удивляются они, ты слишком молодо выглядишь. Когда ты был инициирован? Я говорю, в 1980 году. На что они отвечают, это было буквально вчера, в субботу. И я ходил туда в субботу. И этот преданный поинтересовался, как такое возможно, ведь Прабхупада оставил тело в 1977 году. И я сказал, нет, система, которую оставил нам Прабхупада, система уполномоченных представителей, все еще действовала в храме Лос-Анджелеса среди 2 групп начинающих бхакт и бхактин. Меня инициировали от имени Шрилы Прабхупады. Мне сказали, что я ученик Прабхупады, поскольку представитель временно был, так сказать, против той системы, которую в основном продвигал Тамал. Тамал Кришна, давайте говорить прямо. Я знаю, что чаще всего мы предпочитаем не называть имен, но есть много доказательств того, что он продвигал эту систему. Он вызвал того преданного в Даллас и отчитал.
У него было заранее написанное письмо. Это исторический факт. Я услышал это от самого Рамешвары. Он рассказал мне, как это произошло во всех подробностях. У него было заранее подготовленное письмо, и все, что Рамешваре оставалось сделать, это подписать его. А в письме говорилось: «Я отказываюсь от своего положения, не желаю быть учеником Прабхупады и покидаю Искон». И это имело место в 1981 году. Это произошло, поскольку Тамал узнал, что он, Рамешвара, распространяет систему инициации, данную Прабхупадой. Ничего себе! И, конечно же, мы знаем, что произошло после этого. И я ни в коем случае не оправдываю Рамешвару. Нет, у него были свои проступки. Мы все о них знаем. Он совершал такие вещи, говорить о которых просто не поворачивается язык. Но важно другое. Он был одним из первых 11 гуру, кто, можно сказать, шел вразрез с новой системой. Он выступил против нее, и его бы вытеснили из движения, если бы он не подчинился этой ложной системе. И когда я объяснил, что Шрила Прабхупада изначально все устроил именно так, этот преданный, он находился в таком невежестве относительно всех этих тем. Он не имел ни малейшего представления о том, что происходило на самом деле. Конечно, у него уже был один из этих притворщиков гуру. Я спросил его имя, соблюдая уважение, но, по крайней мере, я смог посеять семя сомнения в его сердце и сознании. Ты должен задавать вопросы. Спрашивай. У меня много историй, связанных с тем примером про полицию, который приводил Яшоданандана. Я хотел бы коротко рассказать одну из них, если можно. У меня есть время? Или, может быть, в следующий раз? Заканчивай свой рассказ, а после перейдем к другим. Продолжай. Когда я покинул движение, это произошло после убийства Сулучана Прабху. Это сильно на меня повлияло. Я подробно рассказывал Вишвакарме Прабху о моем участии во всем этом. Я был ключевым свидетелем. И мне до сих пор больно об этом говорить. Ведь Сулачана был одним из первых преданных, кто открыто выступил против тех зверств, что творились в движении Прабхупады. И с ним расправились самым жестоким образом. Просто застрелили в упор. Давайте переместимся на несколько лет вперед. На тот момент я работал полицейским в округе Вентура, и, как сказал Яшоданандана, эти преступники настолько привязаны ко всему этому. Эта привязанность настолько сильна, что, выйдя на свободу, они сразу совершают новые преступления. Это преступники-рецидивисты. Я придумал одну фразу. Как правило, я их фотографировал, снимал отпечатки пальцев. Вот они уже попали в камеру предварительного заключения, и я говорил им: «Ты скоро превратишься в футболку и автомойку». Они смотрели на меня и удивлялись. Чего-чего? И я пояснял: «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». Но они все равно были в ступоре. Тогда я объяснял: когда тебя застрелят, и ты погибнешь, все эти люди соберутся, чтобы оплакивать тебя на панихиде и похоронах. Они напечатают футболки с твоим лицом, устроят благотворительную автомойку и будут мыть машины, чтобы собрать деньги на твои похороны. Именно так и происходит с такими, как ты. Вот туда ты и идешь. Ты действительно этого хочешь? Превратиться в футболку и автомойку? Это приводило их просто в ступор. Я говорил такое некоторым из этих преступников. Но один из них как будто бы слегка очнулся и не мог поверить в мои слова, так как это была чистая правда. Именно к этому все эти преступники идут. К каким-то бессмысленным похоронам, где все просто плачут и скорбят над мертвым телом. Наша философия совершенна, она чиста и непорочна. И Ассоциация учеников Прабхупады, общество Хари Кришна, это на текущий момент единственная на планете организация, о которой я знаю. Может быть, за исключением нескольких групп в Индии, о которых рассказывал мне Вишвакарма. Они в основном все делают правильно и действительно проповедуют послание Прабхупады так, как оно есть. И поэтому я не могу выразить вам обоим достаточно благодарности. Поскольку вы помогли мне вернуться обратно в движение, вы можете рассчитывать на мою помощь столько, сколько я смогу, до конца своей жизни в этом теле и даже после. В то движение, начало 80-х, которое я помню. И даже в 78 году, когда я впервые получил книгу от Мадухи Прабху, он познакомил меня со Шрилой Прабхупадой через оригинальное издание Шри Ишупанишад. А потом он познакомил меня с одним из первых учеников Прабхупады, Гаура Сундарой. А Гаура Сундара, в свою очередь, говорил и проповедовал, продвигая миссию Прабхупады. Иногда он просто читал комментарии и ничего не добавлял, потому что все и так уже было совершенным. Не было даже необходимости что-либо объяснять.
Итак, я следовал за движением Прабхупады с 78 по 80-81 года, а потом оно просто пошло в другом направлении. Мы все знаем почему, мы все знаем эту историю. Так что я действительно благословлен тем, что у меня есть Вани Прабхупады. А Лалитханатха, Вишвакарма и Яшода имели доступ как к Вани Прабхупады, так и к Вапу. Разве нужно еще что-то говорить относительно их положения? Мы знаем, что оно еще более выдающееся, так как получить личное общение с Вапу Прабхупады – это большая редкость. Но именно Вани – это то, на что мы делаем основной акцент. И наша ассоциация учеников Прабхупады делает акцент именно на Вани. Потому что именно так, через слушание, мы и устанавливаем эту связь. И нам это известно.